Практически в каждом аэропорту, автовокзале, железнодорожном вокзале, где, значит, еще не такая высокая загрузка, но все-таки уже довольно много людей, обязательно есть зона VIP-ланж. При этом эта зона VIP-ланж, она интересна тем, что там нет никаких ограждений, там специальных пропусков. Это просто какой-то такой вот уголок, куда никто никогда не садится. Вот, потому что китайцы, у них очень интересное мышление. У них коллективное мышление, то есть называется туда, где все. Оно не только у китайцев есть, но у китайцев это проявлено особо ярко. Например, вот сейчас вот здесь примерно человек так 40-50, которые все расселись в одном таком вот углу, вот, а вот сюда никто не доходит, потому что все сидят там. Поэтому надо всегда иметь в виду, что если ты хотя бы чуть-чуть в сторону отойдешь от любого массового движения в Китае, ты обязательно найдешь какое-нибудь тихое, укромное местечко, где никого нет, где спокойно, где нету шума, нету гамма. В маленьких городишках, в маленьких селах, везде, где написано «нельзя курить», все равно курят. Вот, курят и в автобусах, и на вокзалах, и вообще везде, где только можно. Но, что мне очень нравится, можно всегда вежливо просить не курить, и тебе поймут, да? Пожалуйста, пожалуйста,你刚那边有那个不用抽烟，有烟过敏，是吧？对，抽烟在这边不行，谢谢，不好意思。Вот, я это делаю довольно часто, это мне нравится делать, вот, потому что я считаю, что курить в общественном месте все-таки не положено, тем более, что сейчас в Китае все-таки на государственном уровне утверждается эта тема, например, в Пекине уже борется даже с курением на улицах. Вот, я думаю, постепенно дойдет и до такого же уровня борьбы, как у нас в России, что нам тоже очень нравится. Мы приехали в место, которое называется Луши. Это небольшая деревня в округе Фэнцин. Примерно 3 часа езды сюда по серпантину. Здесь находится знаменитый отрезок пути Чамагудао. И поэтому именно Луши называется Луши Чамагудао Ди Джень. То есть первый Джень или деревня, да, которая касается Чамагудао. На самом деле таких первых, как я уже говорил, действительно в Китае довольно много. Отрезков тоже Чамагудао довольно много. Но Луши еще интересны тем, что здесь сохранился древний город. Вот, то есть сохранились очень древние постройки, которым уже некоторым по несколько сотен лет. Вот, ну и здесь, собственно, такая памятная табличка, которую поставили, кстати, совсем недавно. Здесь написано, значит, это Государственный комитет по охране памятников истории и культуры Чамагудао Лушидуан, то есть отрезок чайно-лошадиного пути, по которому доставлялся чай из Юньнани в Тибет и не только туда, на север. Чамагудао имеет очень много отрезков, причем, кстати, не только в Юньнане, но и в соседних провинциях, в Юньнань, Сычуань. И надо сказать, что не везде сохранилась именно сама дорога. Конкретно здесь это явно видно, что это новодел, восстановлено, выложили камни, как это было раньше. Но, кстати, раньше мы уже снимали фильм, можно посмотреть вот этот вот, например, фильм про город Дзинмай, где видны древние камни
Или вот этот вот фильм, который мы снимали в Иньхуа в провинции Хунань. Вот, там более древние участки самой дороги сохранились. Но здесь, что интересно, здесь очень много древних строений, и государство запрещает ломать тройки самостоятельно, то есть те, кто хочет жить в более современном доме, они обязаны, во-первых, соблюдать как бы стилистику, да, и строить дом рядом, новый дом рядом, а старый дом оставлять каким, какой он есть. Уже подобное мы встречали много где. Например, вот есть одно старое видео в деревеньке Сямэй, которая рядом с Юньнань, то есть та самая деревня, откуда начинался путь первого чая в Россию. А здесь написано на самом входе в город: наследие предыдущих поколений будет наполнять радостью поколение грядущее. У первого же дома видно, насколько понятие баоху, то есть сохранение древности, да, оно как бы здесь действительно присутствует, то есть это никакой не на воде, то есть видно то, что прям уже местами даже крыши уже разваливаются, но все равно их поддерживают, насколько это возможно, в жизнеспособном состоянии. Да, все деревянные части уже местами изъедены, порог вот здесь вот вообще там, то есть его уже нету. Вот. Ну, то есть это ворота реально очень древние. На входе многие зажигают благовония, хотя здесь никакой не храм и не курильница, но просто такая традиция. Приходит в какое-то место и зажечь благовония на память. Вот мой дом, моя деревня, как говорил Шукшин. Такие слова мне вспоминаются, когда попадаю в деревню, в любую, особенно в красивую, особенно в такую вот древнюю деревню. Потому что все-таки, о чем я всегда говорю здесь с местными жителями, постоянно поднимается такой разговор. Они говорят, как у нас здесь хорошо, какой у нас хороший воздух. Мы, конечно, не очень богатые, но у нас тут все здорово. Я говорю, так не надо переживать на то, что вы богатые, вы радуетесь, где вы находитесь, место, где вы находитесь. Вот. И на самом деле, действительно, в деревнях настолько спокойная и как бы атмосфера и все остальное, что как бы ощущение вот этого дома, оно, наверное, можно почувствовать по-настоящему именно вот в доме, который находится в таких местах. А вот здесь вот очень хорошо видно встречу культур. То есть древний старый глинобитный дом такой, да, и совсем рядом постройка уже современная, но при этом максимально адаптированная под старый стиль. В том числе и на этой улице можно тоже встретить такие постройки, то есть видно, где часть стены построили недавно, но старались максимально повторить вот именно и кирпицу старую кладут, то есть как она раньше делалась, да, и, значит, стиль самого здания, кирпичи такие вот, серенькие, да, потрескавшиеся. Кстати, именно с такого кирпича строят большинство зданий в исторических и культурных центрах Юньнани. Ни хао. 请问一下，你好，请问一下，你喜欢喝茶？你喜不喜欢喝茶？我不会听歌。啊，不会听懂。我的意思说，我们拍一个视频，对。Когда стемнеет. Но я думаю, это как раз будет, когда...
надо сказать, что хоть деревня является культурным наследием, она обитаемая, то есть это живое культурное наследие. И вот здесь, например, такой вот один из признаков обитаемости деревни. Здесь перечень всех жителей, есть это избирательная комиссия, шестое заседание избирательной комиссии, значит, и перечень всех, кто, значит, в этом заседании участвовал, и тех, кто имеет право голосовать, то есть это перечень избирателей. Вот, то есть вот такая вот местный вид демократии. Кстати, что интересно, этот список, он здесь указана полностью вся информация про человека, то есть имя, как обычно, состоит из 3 иероглифов, потом, значит, пол, дата рождения и так далее. И по датам рождения можно посмотреть, сколько здесь живет именно пожилого населения, сколько молодого. Надо сказать, что молодого больше. Очень много 80-х, 90-х годов. Вот, кто уже может участвовать, принимать участие в выборах. Вот они тоже здесь живут, несмотря на то, что это старая деревня, то есть никто отсюда не уезжает. Всего. Да. Ну, они, видимо, не очень вообще в космосе полностью пребывают бабушки, поэтому, я думаю, особо нет смысла. Японцы, по-моему, вообще. Да? Кстати, вот интересно, тут уже местами можно увидеть на дороге именно старые плиты, то есть видно, насколько они стерлись, каменные плиты. Вот, то есть здесь вот уже участки дороги местами древние, вот, а местами восстановленные, ну, то есть так максимально адаптировали. Но восстановленные вот наверху были в самом начале, а здесь уже начинается древняя часть дороги.